Привет! Я кучу раз говорила, что не хочу стоять на месте, и поэтому мне хочется как-то экспериментировать. Недавно я наткнулась на видео одного фотобашера или художника, который из предметов делает офигенные концепты робота. Я очень сильно офигела, и мне захотелось попробовать сделать что-то подобное. Ну и я решила испытать себя и сделать вот из этого дрона какой-то концепт робота. Но чтобы смотреть спид-арт вам было не так скучно, я решила разобрать самые частые вопросы, которые мне задают. Как вообще начать, как учиться и не стоять на месте, ну а также как находить свою аудиторию, ну и что не нужно при этом делать. В общем, это разговорное видео, а на фоне будут мои эксперименты с фотобашем. Не будем тянуть, поехали! Прежде чем говорить о каком-то обучении и развитии, я бы задалась одним вопросом. А зачем тебе это? Ну, то есть я знаю, что многие ребята изначально тянутся к творчеству, им это очень нравится, и они просто получают дикое удовольствие от того, что что-то делают. Будь то какие-то арты или рисунки, или просто фотографии и цветокоррекция. Однако есть и обратная сторона. Это те люди, которые приходят в творчество ради денег. То есть это очень частый пример, когда кто-то начинает мне писать в ЛС примерно вот такой текст. «Привет, а за сколько ты делаешь превью на YouTube?» Ну, я пишу свой стандартный ценник, например, от 500 до 1000 рублей. В ответ я получаю вопрос: «А сколько превью ты делаешь в день?» Я говорю, что бывает по-разному, но вот максимум у меня как-то получалось сделать 5 обложек. Потому что у меня, в принципе, не очень много заказчиков на превью и все такое. И после этого человек, который спрашивает это, начинает считать, что вот я буду делать по 5 превью в день, 7 дней в неделю, и получается, что в месяц я заработаю вот столько-то. И я просто такая смотрю на это и думаю: а что? И самое главное, этот человек начинает спрашивать не просто считать, что вот столько заработаешь за месяц, точнее он заработает за месяц, он же считает для себя. После этого он начинает спрашивать: а чё, как мне научиться-то превью делать, чтобы я вот зарабатывал столько денег в месяц? И серьезно, для таких людей, мне кажется, путь в творчество практически всегда закрыт. Ну, то есть нет, конечно, есть какие-то исключения, но я думаю, что в этой ситуации они в основном подтверждают какие-то правила. Да, не спорю, что реально можно учиться, например, на дизайнера какого-то, чтобы в дальнейшем именно целенаправленно зарабатывать этим деньги. Но когда ты занимаешься, например, артами, это уже больше такая творческая штука, ну, мне так кажется. Если ты идешь в арты только ради того, чтобы получать деньги, при этом у тебя вообще сейчас нет никакого уровня, ты просто не знаешь, как в фотошопе поменять цвет предмета, но при этом ты уже планируешь, как ты будешь зарабатывать миллионы в месяц, просто забей на это. Ну, серьезно. Скорее всего, после первого клиента, который вынесет тебе мозг какой-нибудь правкой, ты просто забьешь и никогда не вернешься в эту сферу. Так часто бывает, просто поверьте. Так что стремиться только к деньгам, мне кажется, очень глупо. Даже я сейчас, когда у меня есть возможность брать заказы, практически всегда отказываюсь от них, потому что творчество и видосы, которые я делаю на YouTube для вас, для меня стали намного важнее. Все же, если вам просто нравится рисовать, и вам просто нравятся арты, и вы хотите просто научиться делать что-то такое, и вы вот прям думаете, что душа у вас к этому лежит, часто начинают спрашивать: а с чего же начинать? По-моему, это тоже довольно странный вопрос, потому что, делай то, что тебе нравится. Тебе нравится обрабатывать фотографии людей, пытайся это сделать. Тебе нравится фотографировать, иди ищи локации, моделей, каких-то, не знаю, для начала друзей проси, потом уже каких-то незнакомых людей из твоего города и так далее. Все довольно просто. Нужно реально сделать первый шаг на пути к своей цели, а не просто сидеть и ждать, когда же я сам случайно научусь этому. Нет, такого не бывает. Скорее, без твоих усилий сдвига никакого не будет. Поэтому, чтобы начать, нужно реально сделать этот первый шаг. Ну, а дальше уже просто следовать этой цели, пытаться делать что-то новое. И вот тут самое главное. Нужно не бояться пробовать что-то новое. Например, вы посмотрели какой-то урок по арту в киберпанке, насмотрелись кучу спид-артов. Теперь у вас довольно неплохо получаются арты в стиле киберпанка, но при этом вы боитесь пробовать что-то новое. Боитесь попробовать сделать постапокалипсис или какой-то черно-белый арт. Не нужно этого бояться. Да, возможно, у вас получится намного хуже, чем киберпанк, на который вы уже сделали 10 артов, но это нормально. На киберпанк вы сделали 10 артов, на постапокалипсис ни одного. Конечно, это получится у вас хуже.
Но в том-то и смысл практики. Вы должны ставить себя в какие-то неудобные положения, чтобы из них пытаться выкручиваться, тем самым поднимая свой опыт и скилл. Именно поэтому я сейчас и пытаюсь сделать вот из этого непонятного дрона какого-то робота. Вообще первый раз этим занимаюсь и пытаюсь что-то дорисовать. Просто не ради результата, а ради того, чтобы в процессе научиться чему-то новому. Это правда очень важно. Также для новичков полезной штукой будет научиться смотреть на свою работу под другими углами. То есть очень часто новички, которые сделали первый арт, сразу же бегут ко мне в личку или в личку к другим блогерам или другим ребятам и пишут: прокритикуй мою работу, вот мой первый арт. Но мы же все прекрасно понимаем, что в первых обработках у людей практически одни и те же ошибки. У меня даже есть ролик с самыми частыми ошибками, и как бы во многих переделках я разбираю все эти ошибки. Смотрите такие ролики, они действительно помогут вам избавиться от таких типичных ошибок. А то, что вы бегаете и у 10 людей спрашиваете критику на один и тот же арт, вряд ли принесет вам такую же пользу, как просмотр 10 разных роликов с переделками, какими-то спидартами, разборами частых ошибок новичков и тому подобное. Вообще, если вы изучаете кучу такой информации, то через какое-то время вы просто можете взглянуть на свою работу под новым углом и реально видеть все эти ошибки. Нормальное явление, что когда ты только начинаешь, ты смотришь на свою работу и думаешь: вау, как это обалденно. А потом через 2 месяца такой смотришь и думаешь: что же за говно я наделал? Да, такое очень часто бывает. И поэтому, мне кажется, это абсолютно нормально, что люди изначально не видят свои ошибки, и какие-то ребята, у которых уже намного больше опыта, они смотрят такие: ты что, не видишь, что здесь тень кривая? Ну да, такое реально бывает. Но все-таки просто научитесь смотреть на арты людей, которые вам нравятся, как они делают свои работы, под тем углом, что да, вот он здесь свет так делает, здесь вот так тени. А как вообще правильно тени? Пойду-ка я погуглю настоящие фотографии, посмотрю, как это все происходит. Пойду-ка я погуглю еще спидарты какие-то. Пойду получу новую информацию и уже с помощью нее попробую сделать по-другому, потому что я вижу, что у меня здесь получились какие-то темные пятна, а здесь у меня тень кривая. Мне нужно понять, как ее сделать не кривой. Отсюда как бы и то, как вообще нужно учиться, и вообще вот с чего начинать обучение в фотошопе. Конечно, если вы не знаете интерфейса программы, то для начала вам точно нужно посмотреть какие-нибудь обучающие уроки про интерфейс, чтобы вы хотя бы понимали, что есть стерка, есть кисть, есть микс-кисть, есть такие-то типы выделения, есть такие-то типы трансформаций. Это все дается практически в начальных уроках по фотошопу, и таких очень много на ютубе. Ну или сами знаете где искать, как бы не мне вам об этом рассказывать. Однако, если у вас есть уже какие-то знания фотошопа, опять же, я на своем опыте просто села что-то делать, не пыталась повторить за кем-то по гайдам, а просто пыталась сделать что-то свое. И мне кажется, это намного лучше, потому что так устроен человек, что повторяя, он запоминает намного хуже. А вот если он сам пытается найти какую-то кнопку, сам пытается как-то поменять цвет, подумать, почему, если двигать ползунок так, то цвет меняется в эту сторону, а если двигать его иначе, то происходит вообще какой-то капец. Если вы сами прощупываете все это, то вы запоминаете это лучше, и через какое-то время у вас просто появляется база функций, которые вы знаете, что можете выполнить, и что-то у вас вот поменяется. Мне, например, это очень часто помогает, когда у меня появляется какая-то задача, допустим, поменять цвет предмета, и у меня не просто один вариант в голове, как можно это сделать, у меня вариантов 5 того, как можно это сделать. Просто потому, что в свое время я очень много сидела, тыкалась в разные функции, и просто смотрела, что можно сделать, меняя разные ползунки и нажимая разные кнопочки. Также мне кажется, что очень полезными для обучения являются именно спидарты, где ничего не озвучивается, а просто человек сидит и делает что-то. Но это больше уже подходит для тех, кто реально знаком с интерфейсом программы. Потому что если он для вас вообще непонятен, вы просто не будете понимать, что происходит. А если вы уже освоились в интерфейсе, то спидарты реально тема. Кстати, довольно интересный вопрос, стоит ли выкладывать свои работы, если ты как бы только новичок и начинаешь что-то делать. Многие ребята, которых я знаю, очень долго боялись выкладывать свои работы, потому что, у меня еще получается фигово и все такое. Просто нужно понимать, что если ты только начинаешь, и ты начинаешь выкладывать свои работы, сразу миллионы лайков, куча подписчиков, куча комментариев, и огромного актива у тебя не будет. Поэтому, если ты новичок, самое главное, что я могу тебе пожелать, реально делать. Делать как можно больше практиковаться, не бояться выкладывать, и самое главное, не бояться критики.
она на первых этапах реально может погубить буквально все. Очень многие ребята, столкнувшись с какой-то первой критикой, очень серьезно ее воспринимают и в итоге просто забивают. И все, просто забивают на Photoshop, удаляют его через какое-то время. А так, если бы этот человек когда-нибудь не забил, он, может быть, через полгода делал обработки лучше меня. Вот. Это я к чему? У меня, кстати, есть отдельный ролик про критику, предлагаю вам его посмотреть, там очень много на эту тему, так что сейчас немного о другом поговорим. Как набирать все-таки аудиторию, если ты новичок? Ну, прежде всего, как я уже сказала, нужно поднимать свой скилл, потому что это логично. Чем выше у тебя навыки, тем больше ты сможешь привлекать людей своими артами. Ну а если арты правда хорошие, а ты думаешь, что тебя просто не замечают, я расскажу, например, что делала я. Я очень часто смотрела работы по тегам, которые все используют. Тот же «Делай пикчи». Сейчас все очень часто используют мой тег и тому подобное. Очень много таких тегов, особенно для ру-комьюнити, которые все используют. И заходя по ним, ты видишь кучу обработок. Ты можешь также смотреть всех этих ребят, лайкать их, комментировать. И так можешь привлекать кого-то к себе в профиль. Ну, например, ты прокомментировал чью-то работу, этот человек такой зашел в комментарий, опа, новый комментарий, а кто это? И, заходит на твой профиль, смотрит вообще, кто ты, что ты. Также набору аудитории помогают очень сильно всякие движухи. Начиная от конкурсов, которые организовывают всякие блогеры, заканчивая коллабами и разными фотошоп-баттлами, которые организуют разные ребята. У меня, например, в группе проходят еженедельные баттлы. Есть даже паблики в инсте, которые тоже делают какие-то баттлы, например, Photoshop League. Не то чтобы это реклама, но просто зайдите, посмотрите. Просто часто у меня этот паблик где-то мелькает, может быть, вам будет это интересно. Такие движухи помогают вам даже, если вы не выиграете, вы хотя бы засветитесь в списках участников, и вас кто-то может оценить, кто-то может заметить ваш профиль. Именно так примерно я и набирала свою первую аудиторию, потому что, насколько я помню, я участвовала в 2 конкурсах у Ильи Сигачева, когда у него были конкурсы с обработками ноутбуков Asus. И вот у меня тогда оба арта попали к нему в сторисы, и тогда очень много человек подписалось за меня буквально за несколько дней, просто от его репостов. И это действительно так работает, то есть ты делаешь что-то прикольное, участвуешь в каких-то движухах, которые организуют другие, там тебя начинают замечать, если твои работы действительно достигают какого-то уровня. Но, кстати, насчет такого пиара, главное не быть сверхнаглым. Это просто отдельная история. Очень часто ко мне прилетает в личку сообщение: ну вот, ты была новичком, типа, теперь давай репости меня. Или, ну, пожалуйста, репостни, тебе же это не тяжело, как бы, и все такое. Для таких людей хочется сказать, во-первых, вам никто ничего не должен. Серьезно, все были новичками и все поднимались за счет себя. Вот представьте, что я сейчас начну репостить всех желающих у себя в историях. Тогда мои истории в Инстаграме просто превратятся в какой-то набор артов, и профиль потеряет мою личность. Это все-таки мой профиль, и я репощу то, что я хочу, когда я хочу. Ну, а еще я репощу всяких участников своих движух, так что можете там участвовать, например. К чему я начала вообще эту историю? У меня просто была ситуация, когда у меня было еще не так много подписчиков, наверное, около 5000, ну или около того, и мне написал человек, имя которого я не буду упоминать, но просто вот давайте обозначим его человек. Он написал мне: репостни мой арт. Просто вот, первое его сообщение в нашей переписке было: репостни мой арт. Я ему сказала, что не буду этого делать, после чего он задал мне вопрос: а что, тебе сложно, что ли? На тот момент я репостила только тех, кто взаимно меня часто репостил, и просто тех, кто мне очень нравился. И я ему, в принципе, этого старалась мягко объяснить, после чего он мне сказал, что я ЧСВ и зазналась, и что вообще, почему мне так сложно сделать какой-то репост, он же тут как бы есть, вот человек, он делает арты, и я должна его репостить. Повторюсь, никто вам ничего не должен. Самое главное, что после того, как я ему отказала, этот человек начал во все конфы, где я есть, писать, что я ЧСВ, заходить на мои ролики, как-то критиковать мою внешность, что вообще очень низко, в принципе. И очень странно. При том, что, понимаете, он критиковал мою внешность под моими роликами и критиковал мои арты, при том, что он не был на меня подписан. То есть человек сознательно не подписывался на меня, но при этом заходил в комменты и писал мне всякую фигню. Вы думаете, это вообще нормальное такое поведение? Мне кажется, нет. Пожалуйста, не будьте такими и поймите, что развитие профиля — это труд. И если вы действительно трудитесь, прикладываете кучу усилий, у вас получаются крутые арты, вас реально заметят. Участвуйте в конкурсах, участвуйте в разных баттлах.
Это поможет вам набрать стартовую аудиторию. Ну и постепенно подписчики ваши будут расти вместе с вашим скиллом. Главное, на начальных этапах не гонитесь за статистикой. Это очень частая ошибка, и она очень часто убивает профили на самом начальном этапе. То есть вы выкладываете какой-то арт, выкладываете второй арт, выкладываете третий, и базу третьего арта меньше лайков, чем у второго. И все, вы начинаете думать, что с вами не так, куда вы скатились, что вы сделали неправильно. Но нет, это довольно субъективная штука, и гнаться за лайками и комментами, если их стало меньше в какой-то момент, не стоит. И тем более не стоит останавливаться, если у вас, например, упал актив. Если он упал, вам нужно его восстанавливать, а не забивать на это. Поэтому продолжайте делать, ведь труд реально окупается. Тем временем я вроде закончила мучить этот дрон. Давайте уже смотреть на результаты и вообще смотреть, что у нас получилось. Вообще как-то так, по итогу у меня получился какой-то такой робот. Я бы даже сказала, что он какой-то милый и похож на котика. Не знаю, не могу сказать, что концепт это мое, но если практиковаться, будет получаться намного лучше. И в принципе идея что-то сделать из одного исходника очень крутая. И мне кажется, что это дало мне много новых знаний и какой-то практики, потому что по факту, кроме исходника дрона, я использовала только одну кисть. Практически все время. И то это стандартная кисть, между прочим. Мои эксперименты на этом не заканчиваются. Как вы думаете, что самое безумное можно было бы зафотошопить? Предлагайте в комментариях самую странную и необычную идею, а я в свою очередь попробую воплотить одну из них в жизнь. Также пишите свое мнение о видео такого формата, потому что если вам зайдет такой контент, следующий ролик из этой рубрики я посвящу заказам, заказчикам и вообще вот всей этой тематике. Например, как искать заказчиков. И вот все тому подобное. Ну и, конечно же, большое спасибо вам за просмотр, удачи вам в творчестве и до встречи в следующем видео. Пока!